Кто что знает о коронавирусах? Вокруг много разных умных слов. И пандемия, и вакцины, но что же на самом деле представляет из себя коронавирус, мало кто до конца понимает. Что это такое и чем же он на самом деле опасен? Так ли коронавирусы новы для человечества? Что происходит, когда коронавирус проникает в клетку? В чем сложность? В чем опасность? Этот обзор создан для тех, кому лень читать Википедию, но очень интересно узнать о коронавирусах. Вот об этом мы сегодня и расскажем. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Коронавирусы, латинское коронавириды, семейство вирусов, включающее на май 2020 года 43 вида РНК, содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства, которые поражают млекопитающих, включая человека, птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека. Стоит отметить, что принцип работы коронавируса достаточно схож с принципом работы ВИЧ-инфекции. Мы про вакцину от ВИЧ уже выпускали обзор, посмотрите обязательно, очень интересно. Ну а мы возвращаемся к коронавирусам. Коронавирусы вызывают заболевания млекопитающих, людей, летучих мышей, кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота и птиц. Вот некоторые примеры. У птиц. Коронавирус кур, коронавирус фазанов, коронавирус индеек, вызывающий болезнь сизого гребня, коронавирус цесарок, коронавирус голубей и так далее. У свиней. Коронавирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней и его патотип, респираторный коронавирус свиней. У собак. У кошачьих. Коронавирус энтерита кошек, коронавирус инфекционного перитонита кошек. У мышей, вызывает вирусный гепатит мышей. У крыс. Коронавирус пуфиноза буревестников, и так далее. Немало коронавирусов и у разных видов рукокрылых. Самих коронавирусов, как вы сами можете видеть, достаточно много. Источниками коронавирусных инфекций могут быть больной человек или животные. Возможные механизмы передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, фекально-оральный, контактный. Заболеваемость растет зимой и ранней весной. В структуре ОРВИ госпитализированных больных коронавирусная инфекция составляет в среднем 12%. О широкой распространенности коронавирусов свидетельствуют специфичные антитела, выявленные у 80% людей. Коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ доктором Тиреллом из носоглотки при остром рините. Позже, в 1975 году, доктора Каул и Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском энтероколите. В последующее время коронавирусы почти не привлекали внимания исследователей, пока в Китае в 2002-2003 годах не была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома. Заболевание было вызвано вирусом. В результате болезнь распространилась на другие страны. Всего заболело 8273 человека, 775 умерло. Летальность 9,6%. Вирус МИОРС-CoV является возбудителем ближневосточного респираторного синдрома. МИОРС, первые случаи которого были зарегистрированы в 2012 году. В 2015 году в Южной Корее произошла вспышка ближневосточного респираторного синдрома, в ходе которой заболело 183 человека, умерло 33. В декабре 2019 года в Китае началась вспышка воспаления легких, вызванная свежеобнаруженным вирусом SARS-CoV-2. Вскоре она распространилась на другие страны. Строение и жизненный цикл коронавирусов. Строение вириона коронавируса. Геном представлен одноцепочечной РНК. Нуклеокапсид окружен белковой мембраной, липосодержащей внешней оболочкой, от которой отходят булавовидные шиповидные отростки, напоминающие корону, за что семейство и получило свое название. Культивируют на культуре ткани эмбриона человека. 2019 НКОВИ использует S-белок на короне для прикрепления к своему рецептору, ангиотензин превращающему ферменту 2, ACE2, а также к сериновой протеазе, как и вирус атипичной пневмонии. Клетка окутывает вирус своей мембраной, и образовавшийся мембранный пузырек оказывается в цитоплазме клетки. Два упомянутых белка рецептора клетки трансформируют S-белок вируса таким образом, что мембраны вируса и клетки сливаются. После проникновения в клетку вирус с помощью внутриклеточных мембран создает мембранные пузырьки, к которым прикрепляются специальные белковые комплексы. В этих комплексах синтезируется копия геномной РНК вируса и короткие МРНК для синтеза белков вируса. РНК вируса имеет метилированное начало и полиаденилированное окончание.
Это позволяет вирусу инициировать на своих РНК сборки своих белков рибосомами клетки, которые не в состоянии определить, это РНК вируса или РНК для белков самой клетки. Коронавирусы имеют РНК около 26-30 тысяч пар оснований, и это означает, что коронавирусы обладают крупнейшей несегментированной РНК среди всех известных вирусов, то есть являются сложнейшими по структуре среди известных вирусов. Геном вируса состоит из более чем 20 тысяч нуклеотидов и кодирует 2 репликативных полипротеина, из которых в следующий проход репликации-трансляции формируется копия РНК вируса, а также 8 отдельных мРНК-шаблонов для белков вирусов, которые бесконечно их генерируют. Генерация белков, попадающих в мембранную липидную оболочку вируса, происходит на соответствующих мРНК в эндоплазматическом ретикулуме клетки. Белок же, который будет окружать геномную РНК вируса, синтезируется на мРНК, плавающих в цитоплазме клетки. То есть теперь, хоть и очень смутно, вы понимаете всю опасность этого вируса, насколько он хитрый и живучий, как он обманывает организм. А тело человека, мы уже делали обзор. Это совершенная машина, которую обмануть достаточно сложно. Но коронавирус это делает. Итак, продолжаем. После получения геномной РНК вируса и необходимых его белков, эта РНК, окутанная белком N, приближается к сидящим на эндоплазматическом ретикулуме белкам и взаимодействует с ними. В результате мембрана эндоплазматического ретикулума с находящимися в ней вирусными белками охватывает эту РНК, формируя вирион. Вирионы затем высвобождаются из инфицированной клетки через экзоцитоз. После выхода вирионов из клетки она погибает. Коронавирусы известны человечеству, как мы можем видеть, достаточно давно, но вы сами видите, насколько они могут приспосабливаться. Это и опасно. Это мощно. Вы досмотрели этот ролик до конца, а значит, что это было интересно. Если вы хотите смотреть еще больше таких же интересных роликов, то просто подпишитесь. Что может быть проще? До скорых встреч!